Всем привет, меня зовут Цельный Евгений. Сегодня будет еще один видеоролик, посвященный портрету, точнее портретному сходству. Я буду писать маслом, вы увидите все этапы работы и услышите мой детальный комментарий. Так что погнали. Первое, что нам надо сделать, это отметить размер нашего портрета в листе. То есть мы возьмем по максимуму высоту и скажем, вот здесь будет заканчиваться подбородок. И нам надо наметить общей фигурой, то есть некую массу, которая лицо будет занимать в листе. То есть здесь вот очень хорошо читается некий треугольник. В дальнейшем мы как бы можем усложнить эту форму, но изначально, скажем, очень хорошо отталкиваться именно от таких простейших геометрических форм. После этого мы начинаем немного уточнять и обрубать как бы форму. Скажем, можно на глаз отделить массу волос от лицевой части. Сколько волосы будут умещаться в лице. Также мы сразу можем наметить вот этот некий наклон головы. И если у нас вот здесь подбородок, очень пышная прическа, то есть волос, где-то голова, мне кажется, где-то здесь будет заканчиваться, то где-то в середине мы можем провести линию глаз. Следующее, что мы сделаем, найдем просто вот такой некий силуэт головы. Ну и скажем, вот этот момент можно обобщить до такого первого этапа. То есть это вот то, с чего как бы надо начать. То есть обозначить массу портрета, обозначить направляющие и наметить какие-то первые пропорции, но в данном случае это вот отношение шапки волос к лицевой части. Я не буду делать детальный рисунок, то есть дальше мы просто сразу начнем работать цветом. Итак, по краскам у нас охра средняя, сиена жженая, кадмий красный светлый, сажа газовая, умбра жженая и белила. Берем теплые сиенистые цвета и можно немного туда добавить белил. Вот, и начинаем искать массу волос. Прищуриваемся, обобщаем все детали, они нам сейчас совершенно не нужны. Именно надо просто найти вот эту вот шапку. Шапку волос, скажем, где-то можно сделать ее чуть потемнее, скажем, вот здесь вот. Но пока нам это не особо важно, нам важно пятно. Где-то мы можем обозначить ухо, вот эту вот теневую часть скулы, и где у нас заканчивается подбородок. После этого мы можем заняться лицом, лицевой частью. И у нас сейчас одна задача — разбить лицо на условное большой свет и большую тень. Берем охру, берем белила, немного кадмия, немного сиены и пойдем с теневой части. Может быть, чуть посложнее надо сделать. Также берем и шею. Немного красного мы сразу можем добавить куда-то сюда, вот в ухо. Эту же часть мы целиком закрашиваем более светлым цветом. В это же сочетание просто добавляем белил, немного добавляем разбавителя. Как бы на первых этапах мы все делаем довольно жидко. Но все равно у нас цвет теплый. И это такая как бы заготовка для дальнейшего высветления. Итак, мы просто все закрашиваем. И то же самое с шеей. Можно немного даже выровнять вот эту лицевую часть, чтобы там не было особо каких-то контрастов. Мы поэтому берем и вот так вот с растворителем проходим. Фон мы не будем оставлять белым, потому что он тоже очень контрастный. Мы тоже его можем намешать через белила, через охру и немного добавим черного, чтобы усложнить его. Ну вот что-то такое, да, теплое. Все это время мы работаем над абрисом, мы смотрим какие-то детали, ну, основные большие линии, и чуть позже мы будем уже более детально смотреть. Также можно что-то там подсрезать.
Скажем, вот это ухо мы можем сразу задать какую-то форму. Она очень выразительная. Ну, в общем, потихоньку начинаем всматриваться в детали. Но в целом действуем очень быстро. Также и с этой стороны, начиная сверху, вот так вот обобщенно проходимся по волосам. Сбиваем вот эти контрастные углы. Здесь немного срежем ухо. Вы можете видеть на экране, как в целом картинка становится намного мягче и уходит вот этот вот контраст от белого листа, который нам сейчас совершенно не нужен. И в целом мы выстраиваем такую теплую охристую гамму. Это такой классический ход, когда у нас тени и полутона теплые, а цвета уходят в холод. То есть красиво это с точки зрения тепло-холодности и вообще в живописи в целом. И, конечно же, черную футболку мы тоже не оставим, обозначим ее, но не будем ее делать, мы сделаем ее через коричневый. То есть все равно сохраним как бы целостность нашей гаммы. Можно даже туда что-то такое белильное добавить, но в целом он все равно должен быть теплый. Поэтому думайте, когда кладете цвета, сохраняйте гамму, стройте ее. И не раскрашивайте из тюбика, то есть там такое красное, зеленое, синее. Работа с цветом — это тоже целая наука. Вот, сейчас вы можете наблюдать такую некую раскладку по основным пятнам. У нас, значит, шапка волос, тень основная на лице, большой свет и темное пятно футболки. После этого я хотел бы опять же поработать в целом над силуэтом. То есть мы опять поработаем сейчас с волосами. В целом у нас вот эта часть, она вся темнее будет. Здесь мы чуть-чуть срезали фоном, но мне кажется, что нужно поднять. Кучерявые волосы. Ну и вообще сам портрет довольно выразительный. То есть на первых этапах старайтесь находить такие референсы с выразительными чертами лица. Не знаю, хорошо рисовать, скажем, стариков, у которых есть какая-нибудь такая черта, там, борода или еще что-нибудь, выразительный нос. В общем, то, за что как бы легко цепляться. Вот здесь очень интересно как раз вот эта вот прическа. Волосы тоже нужно изначально обобщать до какой-то просто простой массы. Все можно как бы рисовать через некие кубы. То есть есть такая у нас плоскость, есть там вертикальная плоскость, и здесь у нас какой-то боковой свет, соответственно, вот будет сверху и чуть сбоку освещаться, все остальное будет в тени. Вот здесь будет утемняться. И все касания, которые у нас идут с кожей, с, скажем, портретной частью, мы пока смягчаем. Нам не нужно здесь какие-то большие контрасты, и мы пока их очень мягко так обозначаем, чтобы они у нас не вылезали, скажем так, на передний план. И вы можете заметить то, что как бы волосы я не рисую там какие-то направления, пока я раскладываю по каким-то пятнам, учитывая вот эту большую общую форму. Ну и далее мы опять переходим на теневую сторону лица, ее хочется утемнить. В общем, мы как бы вот такими слоями проходим, там раз, два, три, и так вот повторяем, постепенно все уточняя, добавляя деталей. Специально палитру я изначально чуть-чуть тонировал, чтобы снизить контрасты, чтобы вы хорошо могли видеть, что я мешаю, какие цветовые сочетания использую. Для уха, с которого мы сейчас начнем, я вот намешаю чуть такой более красноватый замес. И уже цвет как бы усложняется. До этого мы жидко работали, и у нас просвечивался наш холст. Вот сейчас же уже все становится плотнее, и краска ложится совершенно по-другому. Также здесь где-то мы можем запустить тоже такой красноватый и опять же сбить вот этот контраст
надо потихоньку начинать работать с лицевой частью. То есть что здесь самое явное? Это разграничение и вот тень от носа. И мы ее можем потихоньку начать вводить, опять же, очень мягко. Постепенно переходим выше, и вот это место, где у нас находится глаз, мы тоже полностью пока убираем в тень. То есть начинаем работать с каким-то первым таким объемом, который у нас находится именно в лице. И с этой стороны тоже мы где-то можем обозначить вот эту вот теневую часть, в которой у нас выпадает глаз. Далее мы немного усложним цвет. Добавим, может быть, да, немножко черного. А вот в этой части, как правило, уже вот эта краснота уходит, и у мужчин появляется как бы щетина, и она дает более такой сложный и, скажем, синеватый, но в зависимости от цвета волос, оттенок. Ну и также можно прям перейти сюда и вниз. Также здесь мы можем обозначить кадык и небольшое такое затемнение. В общем, нам нужны пока пятна, то есть нам очень сложно сразу же взять и, скажем, нарисовать глаз, нос, еще что-то. То есть такие моменты, они тоже присутствуют, но, как мне кажется, легче идти от больших пятен, то есть мы прищуриваемся, обобщаем и находим сначала простые и ясные объемы. Ну и также, чтобы не забывать, можно опять, скажем, провести осевую линию, чтобы не забывать, что у нас есть наклон, который нам нужно все равно удерживать. Так легко, еле-еле заметно, но все же она будет напоминать про то, что за этим моментом надо следить. Также, если дальше мы будем уходить в красный, мы можем обозначить губы. Ну и вообще, когда мы вводим какой-то яркий цвет, надо сразу его заложить, может даже где-то там чуть пошире. Где-то здесь у нас будут губы, пока опять же обозначаем их общим пятном, которое будет немного краснее, как бы, чем все остальное. Также эта краснота где-то у нас может появиться и вот в кончике носа, там где капилляры и сосуды подходят довольно близко. Ну и плюс мы чуть-чуть обобщаем вот это место. Также где-то здесь. Может даже туда вот в ухо засунуть. Там такая же история будет. Эти части будут чуть краснее, чем все остальное. Остальное же нам опять надо чуть подсмягчить. Здесь главное не создавать излишних контрастов, которые бы нам мешали. Поэтому мы постоянно берем и вот немножко все просто подсплавляем. Если что-то капает, можно это спокойно просто убрать вон тряпочкой или еще чем-то. И опять же я просто занимаюсь тем, что сглаживаю вот эти все вещи, убираю контраст. Мы так вот постепенно вытачиваем некий объем, который у нас характерен для определенного, именно как бы для этого человека. Также мы можем вот этим светлым немного и куда-то в лоб залезть. Немного. Куда-то в шею. Ну и схема все та же. Мы все раскладываем на свет, полутон и тень. То есть идем от объема. Также надо поработать с фоном. Он должен быть светлее, потому что в целом у нас весь портрет находится на светлом фоне. Поэтому время еще его высветлить и подрезать силуэт нашего портрета. Ну вот, да, что-то такое. Здесь еще хочется срезать ухо. Верхняя часть так вот и интересно подворачивается. Также нам нужно убрать вот этот излишний контраст по контуру. Там должно быть все мягко. Это у нас дальний план. Здесь можно, мне кажется, еще срезать.
То есть мы как скульптора постепенно отсекаем, а где-то добавляем. У нас есть такая возможность, нам это гораздо легче сделать, нежели людям, которые работают с цельным куском камня. Также и с этой стороны надо помнить про наклон. Шея у нас чуть-чуть уже получается, чем скулы. Также в целом лицо хочется сделать уже, то есть мы его сделали таким широковатым. Здесь подрежем. И то же самое здесь. И можем немного высветлить вот этот подбородок. Может быть, как бы за счет этого у нас тоже визуально лицо немного удлинится. И вот в эту часть тоже. Опять немного перейдем к прическе. Вот в этом месте хочется обозначить такое утемнение. Опять же, всматриваемся и пытаемся найти какой-то характерный силуэт. Каждый раз мы понемногу должны делать рисунок точнее и точнее. Также мы можем потихоньку сюда вводить более темный для обозначения направления бровей. Не делать таких темных контрастных линий, потому что, опять же, все это на данном этапе будет очень сильно выбиваться. Также где-то в районе глаз, где-то в районе зрачков мы тоже можем так вот проводить, потому что там тоже будут некие утемнения, и они тоже будут читаться пока таким обобщенным пятном. Здесь важно поймать некое вот это общее направление и динамику бровей, как они развиваются. То есть здесь они так идут, поднимаясь в стороны. Именно можно попытаться сейчас заложить. Также вот в этой части мы немного съели лицо, и вот здесь смело прям его можно расширить. Вот, если посмотреть, у нас сейчас вот здесь образуется очень такой сильный контраст, и нам как бы надо его смягчить, потому что в данный момент он немного начинает разбивать всю картинку. Поэтому надо ввести какой-то переходный момент. Вот просто таким образом. Ну, может быть, немножко так провести, чтобы это место у нас так сильно не бросалось в глаза и не резало. Особенно на камере этот контраст очень сильно читается. Также шея немного отстает, надо тоже как бы с ней поработать, чтобы она у нас не выделялась так сильно. Также здесь есть свой рельеф, он более тонкий, потому что вот эта часть она находится в свету, но все равно мы можем считать объем. И точно так же очень плавно его вплавляем сюда и размываем контур, чтобы, опять же, не было очень сильного контраста, который нам здесь пока не нужен. Также, если посмотреть на наш образец и сравнить, скажем, вот ширину вот этой линии с шириной вот этой, то верхняя часть у нас должна быть шире, чем линия скул. То есть это, опять же, такая характерная особенность, которая ловит, что лицо идет на расширение. Поэтому мы вот здесь можем прям, опять же, добавить здесь. И, соответственно, ниже у нас идет такой порожечек. С другой стороны мы сейчас сделаем то же самое. Сейчас немного снизим здесь контраст.
Также у нас здесь сразу появляется вот это вот пространство между линией волос и бровью, которого не хватало. Так, и то же самое мы делаем в тени. Также можно здесь вот этим же цветом пройти и в ухо. Также хочется обозначить немного подбородок. Он там темный, но надо делать это опять же очень аккуратно, чтобы у нас не появился очень сильный контраст. Может быть, чуть-чуть его надо подсмягчить. В общем, лучше все делать мягче. Добавить контраста очень быстро. И пока у нас темный колер на кисточке, можем продолжить немного, еще, скажем, положить вот куда-то сюда. И небольшое утемнение, то есть какие-то вот такие уже акценты. И намечаем уже какие-то моменты, связанные с глазами. Давайте еще раз проведем линию наклона. Потому что она периодически у нас уходит. Где-то вот здесь под носом мы можем опять ввести свет. И немножко срезать, собственно, нос. Немного света можем добавить на вот эту часть носа непосредственно. Также мы можем поднять немного свет, то есть он у нас вот здесь довольно высоко поднимается. И то же самое с этой стороны. Немного можем укоротить шею путем поднятия вот этой футболки. Вот так вот поднимем ее. И с этой стороны то же самое. Пока не делаем ее черной, потому что это будет очень сильным контрастом. В общем, делаем ее пока через коричневый. И еще немного подрежем вот это место. И с другой стороны то же самое сделаем. Здесь, наверное, можно чуть шею потоньше сделать. Опять вернемся к цветам. Можно подкорректировать вот в этом месте. Добавить цвет также вот здесь. У нас все это будет в световой зоне. Картон немного впитывает, поэтому какие-то цвета темнеют и сильно меняются, но в этом даже есть какой-то плюс. И немного на подбородок мы добавим свет. В общем, мы продолжаем лепить объем и уточнять детали. То есть вот уже сколько времени прошло, мы работаем, но все равно все очень приблизительно, все так вот, как в тумане. Вот. И сейчас хочется еще, скажем, немного добавить некого очертания глазам. Даже не глазам, а, скажем, вот хочется сюда чуть добавить какого-то красноватого. И с этой стороны также. Так, немного еще обобщим детали. То есть хочется сейчас вот это все смягчить. Подчеркнуть наклон бровей. Вот в этом месте. Здесь то же самое. И какие-то можно даже прям ударчики вот такие поставить на нос.
Ну что, мы можем постепенно начать прорабатывать глаза. Вот. Но опять же, делать это крайне аккуратно и в такой же стилистике такого размытия и низких контрастов. И мы работаем всегда парно, то есть мы куда-то ставим с одной стороны точку и то же самое находим ее и с противоположной стороны. И важный момент, то есть глаза мы все равно рассматриваем как шарообразную структуру. Это надо учитывать, то есть у них есть большой объем, и если у нас какой-то боковой свет, то здесь у них будут освещаться, а с этой стороны уходить в тень. И согласно этому правилу я и действую. То есть вы можете, да, заметить то, что они образуются некий объем прежде всего. Можем попробовать аккуратно поставить радужку зрачка. И теперь, скажем, мы можем поставить, аккуратно поискать там белок, свет белка. То же самое. Мы делаем очень низкий контраст, то есть никогда не надо спешить здесь поднять вот эту детализацию и степень контрастности. Эти подтеки, вернее не подтеки, это осталось после того, как мы проводили центр, но мне иногда нравится вводить такие штуки. Может быть, я их даже оставлю. Может быть, просто им надо вот куда-то поддержку добавить. Скажем, как раз вот в верхней части. Здесь у нас будет более темная бровь. Она как раз вот подчеркивается в этом месте. И опять же я немного обобщаю зрачок. Можно еще добавить цвета в зрачки, расширить их. И точно так же с этой стороны. Подчеркнуть нижнюю губу. То есть сейчас можно где-то вводить такую тонкую графику. Мне кажется, надо шею еще подсократить. Она у нас опять получается слишком такая длинная. В общем, это нормальная история. Мы периодически вносим какие-то изменения в рисунок. Ищем его, двигаем, поднимаем или опускаем. Просто чем больше деталей появляется, тем понятнее становится, что у нас не на месте. И те ошибки, которые были заложены в начале, они постепенно исправляются. Также вот здесь мы добавим. И вот это плечо тоже мы поднимаем. Соответственно, здесь можем подсрезать. Здесь тоже. Пропорции меняются. В этом прелесть красок плотных, когда у нас все в принципе перекрывается, все мы можем чуть-чуть подвигать, поисправлять. Также нам хочется смягчить вот этот контраст, он как-то у меня немного выбился.
Опять же, мы смягчаем контраст за счет какого-то переходного цвета и тона. Также немного вот сюда можно добавить цвета. А здесь бровь где-то можно просто подсмягчить. Но расширить чуть вниз ее. Также вот здесь мы сделали рельеф, но его надо тоже смягчить, он слишком активный там все должно быть спокойнее. И характерная особенность губ, то есть мы чуть сдвигаем вот эти вот акценты. Хочется еще немного поправить контур, срезать именно вот этот угол. Это изменит сразу выражение лица. Здесь тоже можно немного срезать ухо. Также, может быть, в данном случае нам помогут такие закатанные зрачки. Тоже они находятся прям под самыми веками. Это хорошо прям заметно. Выразительная черта. И подчеркнуть где-то можно вот эти верхние ресницы. Здесь. На этом я остановлюсь. Что можно резюмировать? То, что при таком стиле письма, конечно же, выразительность теряется. То есть в попытке достичь портретного сходства мы как бы где-то сглаживаем, где-то вытюкиваем. И, конечно же, уходят те эффектные моменты, которые мне нравятся в более свободных работах. Но с поставленной задачей мы справились, и результат мне нравится. Также сегодня хочу показать работу своих учеников. Вот это первое задание, с которым мы вообще начинаем работать. Цилиндр, написанный маслом. И здесь задача стоит именно на то, чтобы передать объем и оторвать предмет от фона, пропустив вот сзади луч света. Также мы начинаем с того, что просто делаем вот такое упражнение на растяжку. Здесь мы работаем исключительно с тоном, с тональностью, убираем цвет и облегчаем нашу задачу. То есть берем черный и белый, выстраиваем тоновую градацию, и потом этот же принцип у нас повторяется, собственно, и в теле цилиндра для того, чтобы передать его объем. Такая работа пишется за 2 занятия. На первом занятии мы делаем линейный рисунок, выстраиваем карандашом, вымеряем пропорции, делаем эллипсы и делаем вот такого рода подмалевок. То есть очень быстро раскидываем отношения, смотрим цвета с тенями, выстраиваем вот такую вот конструкцию, и уже на следующем занятии детально прорабатываем и делаем упор на то, чтобы как раз вот выстроить вот этот объем. Шар, его легче рисовать, чем цилиндр в плане построения рисунка, но очень сложно именно выстраивать вот этот внутренний объем, заполнение, то есть здесь как раз и происходят основные проблемы. Далее мы переходим к сложносоставным предметам, пытаемся изучать форму, смотреть, как она переламывается и как меняется тон и цвет в зависимости от того, под каким углом к источнику света она находится. Также на примере этой постановки мы начинаем постепенно работать с цветом. Работа выполнена ограниченной цветовой гаммой, то есть у нас есть здесь белый, охра, сиено-жженая, умбра жженая и черный, то есть буквально 5 цветов. Учимся мешать синий без синего, в общем, какие-то такие моменты. И работать именно с гаммой, работать с тепло-холодностью, именно таким ограниченным набором. Такая работа уже рассчитана на 2-3 занятия, иногда у кого-то 4 занятия уходит, в общем, уровень усложняется. Работу сделала моя ученица Надежда. Эту работу сделала моя ученица Юлия. Обязательно посмотрите ее работы. То есть здесь уже более сложная постановка, много предметов. Также появляются у нас драпировки. Более такая раскрепощенная манера, работа с цветом, работа с тепло-холодностью. В общем, такая достаточно выразительная работа получилась.
И обязательно мы делаем вот такие вот короткие этюды к работе именно на то, чтобы почувствовать цвет, почувствовать манеру. То есть специально показываю очень крупно. И вот так это все с одной стороны смотрится просто, с другой выразительно, как бы уже читается. И вот такие вещи нужно обязательно чередовать с длительными работами. Это еще одна работа Надежды. Отдельное время мы уделяем тому, чтобы разобраться со складками. То есть у нас вот стоит такая вот постановка специально. Ткань сложная, красивым образом, чтобы можно было ее подойти, пощупать, прочувствовать и потом, собственно, изобразить все это. Здесь как бы минимальная работа с цветом, и именно все задание сводится к тому, чтобы передать объем и сделать некую имитацию объема ткани. Ну, если посмотреть с близкого расстояния, здесь очень хорошо видно, что в передаче объема мы используем все те же принципы, что отрабатывали, скажем, на цилиндре, вот эти вот переломы, как грани куба. В общем, все те знания, которые мы получаем именно в начале на базовых предметах, мы потом используем и в более сложных постановках. Просто мы начинаем понимать, как все работает и за счет чего передается объем. Это уже довольно большой формат, где-то 50 на 60. Здесь основная задача заключается в том, чтобы гармонично сделать, подобрать вот эти вот зеленые с красными, то есть контрастные цвета, и именно нужно их как бы сгармонизировать так, чтобы они красиво смотрелись. Работу сделала моя ученица Наталья. Таким образом, мы постепенно подходим к портрету через изучение черепа, обрабатывающей модели черепа, которая нам дает хорошее представление об основных плоскостях головы и объемах, которые нам требуется передавать. Также более реалистичная модель, но в ней, опять же, мы отказываемся от цвета и работаем именно на изучение рельефа, который мы потом будем передавать в портрете. Мастерская находится в Москве, в 10 минутах от станции метро Профсоюзная, это Вавилова 65. Мы занимаемся по вечерам с 19 до 21:30, со вторника по пятницу. По всем вопросам, связанным с обучением, пишите мне в личку Telegram. Ник вы видите на своих экранах. Также вся подробная информация будет в описании к этому видеоролику. Также, как вы знаете, YouTube полностью закрыл монетизацию, и если вам очень нравится то, что я делаю, и у вас есть большое желание помочь, все реквизиты карт тоже есть в описании. Так что всем большое спасибо, до новых встреч, увидимся.